Евангельское повествование многократно подтверждает, что крест, который принял Христос, это был его реально добровольный выбор, личный выбор. У Евангелия от Иоанна повествовалось, как Христос однажды накормил большую толпу народа, и людям это очень понравилось, и они захотели его царем провозгласить, даже не спрашивая его. Хотите сделать его царем? И повествует, что Христос, зная об этом, удалился, отправляет учеников, потом уходит сам. Он не дал себя воцарить, когда люди этого хотели. Но когда Иуда взял большой отряд воинов, вооруженных, и пришел его схватить в Гефсиманском саду, он, наоборот, он не уходит. Иисус сам добровольно выходит навстречу своим врагам, говорит: это я, пожалуйста, арестовывайте меня, это я, берите меня. Это был его выбор. Он отказался или ушел, когда хотели его царить, и наоборот, пошел навстречу к тем, которые повели его на распятие. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Вот Христа, связанного, Иуда и этот большой отряд связанного Христа ночью. Возможно, это было около полуночи, как очень опасного преступника. Большущий отряд воинов, может быть 500, может быть еще больше человек, ведут одного связанного Христа. И повествование продолжается. Стих 13 и 14, Евангелие от Иоанна, 18 глава. «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Обычная процедура, когда если бы какого-то подозреваемого схватили бы ночью, то его должны были доставить на ночь в какое-то охраняемое место, в темницу, под стражу. И вот днем, когда начинается жизнь, тогда начиналось бы следствие и это судебное производство. Могло быть даже через день или попозже, но все дела делались днем. Но когда арестовали Христа, то ночью, тут же, после ареста, ведут его, по-видимому, самому влиятельному еврею Иерусалима. Ведут его к тестю человека, который был на то время первосвященником. Собственно, первосвященник организовывал суд, созывал Синедрион, Каиафа. Но здесь ведут сначала не к Каиафе, а к его тестю. Очень похоже, что они жили где-то рядышком. Сперва к Анне. Вообще-то, то есть по иудейскому закону, по еврейскому закону, который Бог дал через Моисея, человека выбирали, человек стал первосвященником и был на этой должности до своей смерти. Когда римляне взяли власть над Израилем, то они изменили это правило, то есть не разрешали долго задерживаться одному человеку на этой должности, по-видимому, упреждая, чтобы не было такого очень влиятельного еврея среди них. И вот сама Анна был в свое время первосвященником. За лет 15 до этого его римляне сказали: теперь пора менять, ставим другого. Но Анна был очень таким вот политически и с таким мыслящим человеком, и очень таким хитрым и лукавым человеком, и при этом баснословно богатым человеком. И он сделал так, что он имел большое влияние на римлян, потому что, во-первых, он многим из них влиятельным одалживал деньги, при случае давал какие-то подарки, и хотя он ушел с должности, но он сделал так, что, благодаря его влиянию сделалось так, что по очереди римляне ставили первосвященниками
Сначала 5 его сыновей, а потом уже и тестя Каиафа. И сама эта история показывает, что хотя Анна не был при должности, но он был как главой клана этого семейного. И всей этой организацией по аресту Христа за ниточки дергал, кто кому делать именно Анна. Возможно, именно из его кошелька были заплачены деньги Иуде, поэтому как заказчику повели его первому Христа. Вот он есть, вот мы выполнили свою работу. Интересно, что в Евангелии, примерно когда Лука раза два констатирует какие-то события, когда оно происходит, он констатирует в зависимости от того, кто или когда был первосвященником. Есть такая фраза: при первосвященниках, вот Анне и Каиафе было такое событие. Хотя первосвященником был Каиафа, но вот упоминается, что, подчеркивая, даже ставя на первое место его, при Анне и Каиафе, показывая, что именно он был человеком, который закулисно, но влиял на духовную и религиозную жизнь Израиля. Итак, Христа арестовывают, ведут к нему, и напоминается, что он тесть, а Каиафа, его зять, был именно тем человеком, который незадолго до этого тоже собрал Синедрион, и поэтому нам нужно его убрать, потому что для блага народа, и нашего, нужно его убрать. Нам нужно быть твердыми, может быть, жесткими. Для блага нужно сделать, чтобы этого человека умертвить. И это такая парочка, которая действует в таком обоюдном согласии. Скорее, у них было взаимопонимание или с полуслова, абсолютное согласие. Но это согласие было не для Бога и не во имя Бога. Хотя, наверное, они думали, скорее всего, они думали, что они очень праведные люди, и они служат Богу. Но это согласие было не для Бога, это было дьявольское согласие, чтобы исполнить то зло, которое Христос принимает добровольно для нашего спасения. Далее повествует Иоанн, что это была злая такая парочка, и появляется еще другая пара уже добрых воинов Христа в этой истории. Стиха 15. «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал: нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Два ученика проникают в это логово этих первосвященников, в их двор, там, где собирается делать этот допрос над Христом этот первосвященник Анна. Петра он называет по имени, а другого ученика, и он говорит, просто другой ученик. Очень похоже, что этим другим учеником является сам автор, сам Иоанн. Во-первых, только Иоанн, из других евангелистов, только Иоанн упоминает об этом допросе, который был у Анны. Только он. Хорошо помнит эту деталь. Скорее всего, он был очевидцем. Оказывается, Иоанн имел связи в Иерусалиме. Можем только догадываться, каким образом этот простой человек с Галилеи, сказано, что он занимался рыбным промыслом, он и его отец имели такое малое предприятие по ловле рыбы. И, скорее всего, может быть, это было связано с тем, что он где-то рыбу продавали, возможно, возили в Иерусалим, возможно, закупал и этот двор этого священника, эту рыбу. И как-то он был знаком с этими людьми, которые служили на Анну, с этой предверницей. Поэтому, когда Христа завели, арестован этот отряд воинов,
то за ним вот так тайно следили эти два ученика. Это был очень смелый поступок с их стороны, потому что им угрожала бы опасность. И когда они подошли к этой предвернице, то написано, что Иоанн сразу же вошел, потому что он был знаком. А Петр остался вне, за дверями. И вот Иоанн вошел, наверное, он поглощен, наблюдает, что будет со Христом. И где-то со временем понимает, что, собственно, его друга-то, товарища нет, а Петра нет. Где Петр? Ищет Петра и понимает, что Петр не вошел. Выходит наружу. И Петр, я тебе помогу пройти. Ну, если бы Иоанн знал, чем это кончится, он бы, наверное, не помогал ему выйти. Он вводит друга, говорит, это мой товарищ, это со мной. И там на воротах служанка говорит, узнает его. Мне кажется, видно, Петр был такой заметным человеком. Всегда был напереди. Его узнает. Хотя это была ночь, узнает. Наверное, Петр накрылся, чтобы его не узнали, узнает. А не ты ли ученик этого, которого там судят? Можно подумать, что Петр машинально, возможно, даже не сильно думая, имея одно желание просто поскорее войти туда, отмахивается и говорит, нет. И входит туда во двор, ночь. Иерусалим был на возвышенности, это где-то 1000 метров над уровнем моря. И знаете, чем выше местность, тем больше перепады дневной и ночной температуры. Но ночью было холодно, и стража, охранники грелись, сделали костер, и Петр примерз, и где-то там тоже к ним подсунулся и греется. А в это время Анна допрашивает Христа. Стих 19. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его. Он и не подозревал, что двое из них уже где-то рядышком. Об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. У этого хитрого лиса, опытного первосвященника, возможно, были разные задачи, почему именно он позвал, чтобы привели к нему Христа первым. Ночью, так сгоряча. Возможно, он хотел удостовериться, насколько у Христа много учеников, насколько, если они его уберут, насколько его учение имеет влияние, возможно, нужно арестовать больше людей, возможно, нужно это на корню всю эту, как им казалось, ересь вырубать и уничтожить. Его это не интересовало. Его также и интересовало, как все оформить, чтобы то решение суда, которое они примут, устроило и римлян, потому что смертная казнь должна была получить подтверждение и на римском суде. Они до этого на Синедрионе собрались и решили, что этот человек нам просто мешает. Они обозначили его еретиком, и он им мешает. Но это бы такое решение суда не устроило римлянам. Что такое, что он не так учит о Боге? Какая разница, кто как учит? И теперь он понимал, что нужно как-то найти такие обвинения, которые бы и римлянам устроили. Поэтому, наверное, эти вопросы, расскажи нам, как вы собираетесь, какие его ученики, что у вас за тайное общество, наверное, хотел представить Христа таким вот большим революционером, у которого много последователей, которые что-то собираются делать, какой-то бунт. Но еврейский суд, собственно, и римский по похожим был принципом сделан, что когда человека доставляли в суд, его должны были обвинять очевидцы, свидетели. То есть кто-то, кого он обидел, или кто-то, кто увидел его какое-то правонарушение, он должен был явиться и против него говорить, что этот человек сделал плохого. А тогда человек имел право уже в свою защиту отвечать. И вот
Иисус на этом останавливается. Что ты меня спрашиваешь? То есть ты знаешь правила судопроизводства. Я не обязан тебе как бы без обвинителей, без тех, кто меня обвиняет, защищаться. Христос это делает, во-первых, защищая своих учеников, не желая давать данные имена, о ком спрашивают. И, во-вторых, показывая, что насколько они все нарушают, Божьи законы, желая его судить. Иисус подчеркивает, что все, что он делал, было видно, прозрачно, на виду. Ты спрашиваешь меня об обучении, так я учил всегда не тайно, а явно. Я не где-то собирал людей, прячась от вас, я публично приходил в синагогу, публично приходил в храм. Это все было на виду. Поэтому пусть очевидцы, те, кто что я делал на виду, тебе говорят. То есть мои дела были на поверхности, но, наверное, намекая в отличие от ваших дел. Вот вы ночью меня схватили, вы ночью, вопреки правилам суда, меня допрашиваете, потому что, наверное, хотите спрятать свои темные дела. Мои дела чистые, и все о них знают. Стих 22. И когда он сказал это, один из служителей, из охранников, личных охранников этого Анны, стоявший близко, то есть охранявший Христа, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал: «Как отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Этому слуге такого уважаемого, как он думал, господина не понравилось, что Христос укоряет или говорит о том, что я тебе не должен ничего отвечать. И, наверное, желая выслужиться перед своим хозяином, он делает удар по щеке, первый удар по щеке Христа от руки грешника. Это было, даже по правилам язычников, это было недопустимо. И по правилам и законов римских, еврейских было недопустимо. Нельзя было наказывать человека подсудимого до суда, пока суд не установил его вину. Потом, когда суд установил вину, согласно его вины, должно было быть наказание. А во-вторых, и даже по человеческим законам Христос связанный стоит. Толпа людей, этих вооруженных, солдат. И он связанного, беззащитного ударяет при всех по щеке. И Иисус кротко, но с любовью отвечает: «Почему ты это сделал? Почему ты меня ударил?» То есть, если я сделал что-то не так, покажи, что я сделал что-то не так. То есть, ты меня ударил. За что ты меня ударил? Грешник ударил святого Бога, который пришел спасти его. За что ты меня ударил? Скорее всего, этот человек, который его ударил, был в группе этих солдат, которые Христа арестовывали в саду. Это был именно из еврейских охранников. И, скорее всего, он был очевидцем, как один из его коллег, помните, получил удар от Петра по своему уху, и как Христос там в саду этого вроде бы врага, который пришел его арестовывать, врага исцеляет. Скорее всего, этот охранник это видел на своих глазах, как вот Христос проявляет доброту к своим врагам. И вот Иисус задает вопрос: «За что ты меня ударил?» Скорее всего, это был вопрос больше, наверное, не только в вину этого охранника, а это был вопрос, показывающий моральные стандарты его хозяина, этого первосвященника.
иногда мы думаем так, когда идем к какому-то чиновнику или думаем о каких-то там высокой власти, что он хороший, а его помощники плохие. Вот нам где-то отказали, это они плохие, а если бы я попал к нему, вот они хорошие. Знаете, это, как правило, не так. Хозяин себе выбирает таких помощников, которые его устраивают. Или начальник, или царь выбирает себе таких слуг, которые его устраивают. Поэтому, если слуги плохие, не думайте, что он лучше. Скорее всего, наоборот. Если хозяин плохой, то такой у него будет и слуга, который будет бить без суда и следствия, унижать Божьего Сына. Вообще, говорил, что Анна был очень богатым человеком, очень влиятельным. Многие из нас знают, что его богатство или его бизнес был сделан на храме. Тот базар, который Христос разогнал пару дней до этого из храма, это был базар, который приносил основные доходы Анне. Базар, который был поставлен не на его территории, а на Божьей территории, на территории храма. Где продавались эти животные, жертвенные животные, продавались в разы дороже, чем их была обычная цена вне храма. И, как правило, люди вынуждены были покупать именно там, потому что если купишь вне храма, то там же в храме были инспектора Анны, которые проверяли, жертва чистая или нечистая, жертва без порока или с пороком. Так вот, если купить вне храма, они делали все, чтобы придраться, найти какую-то зацепку, сказать, что эта жертва имеет порок, ее нельзя приносить. И человек все равно вынужден покупать у них в разы дороже. И там же все нормально, все тут же без порока. Тут купил у нас, все подходит. И обычные люди, многие презирали семью Иоанна, зная, что вот на него это нечестивые наживы. Вот почему, когда Христос разгнал этот базар, никто ему не воспрепятствовал, потому что все понимали, что это беззаконие и корысть одного человека, одной семьи. И когда Христос разогнал этот базарчик, я думаю, что он ударил Анну в самое его больное место. А знаете, где у него было самое больное место? Это его кошелечек. Вот почему Анна хотела, чтобы его привели к нему, позлорадствовать, что вот он в моих руках. И стих 24. Анна послала его связанного к первосвященнику Каиафе. И Анна не желала его долго задерживать, побыстрее, чтобы начать судебные оформления приговора. Послала его к своему зятьку, зная, что тут все хорошо оформят, что там будет все сделано как надо, что смертный приговор утвердят. Связанного, как вот это, как эту готовую жертву на заклание. Вот его прислужники смотрели на жертвы и говорили, это подходит, это подходит. Похоже, сделала Анна. Ему привели Христа, эту святую единую жертву, и он посмотрел, подходит, видите, Каиафе, пусть оформляет. Будем закалывать, будем приносить в жертву. Еще пару стихов. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр отрекся, и этот час запел петух. Когда был этот допрос, Петр, вот промерзший Петр, там греется, знаете, это было и очень опасное укрытие, потому что возле костра не только тепло,
а возле костра и светло. И вот этот свет костра, освещая его лицо, сделал так, что Петра и там узнали. Петра снова узнают, но к этому времени прошел, может быть, час, как минимум час где-то прошел. И если впервые там вот при дверях можно подумать, что Петр просто вот так вот необдуманно, вот случайно как бы отказался, даже не только отрекся, отказался, что он здесь ни при чем, что просто туда прослизнуть в этот двор, то здесь же это было все обдумано, он мог задуматься, а что же я сделал? Почему я обманул, почему я отрекся от своего Господа? И, скорее всего, Петр не раскаивается за свое первое отречение. И когда его спрашивают во второй раз и в третий раз, он это делает уже однозначно, осознанно, преднамеренно. Но здесь уже цена ответа повышается. Цена правдивого ответа повышается. Если там при дверях его узнали, он мог сказать, да, я ученик, и убежать, скорее всего, и мог скрыться, то здесь же, во дворе, в этом логове, когда его узнали, эти люди, которые были там, где в Гефсиманском саду, и Христа арестовывали, цена намного большая. Больше того, его узнает человек, который был родственником тому, кого Петр рубанул там в саду. Это тоже был один из охранников. Вот они вместе там пошли Христа арестовывать. И Петр пошел в эту атаку, и человек его узнает, это ты рубанул моего родственника. Ударить человека или попытка убить человека при исполнении обязанностей, это большущая вина по закону. И только за это, если это было бы доказано, Петра также могли бы повести на распятие. Было бы не 3 креста, а 4 в тот день. И Петр рисковал, он понимал, что и его могут. И он отказывается. Нет. Но, хотя цена была большая, но это было неверно перед Богом. Это было отречение от своего лучшего учителя и друга. Я его не знаю. Вскоре после отречения, приближается рассвет, и поет или кукарекает петух. И вот когда Петр слышит это кукареканье, он вспоминает слова Христа, сказанные накануне, в начале этой ночи. В начале этой ночи Иисус сказал ему, что прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься. Петр говорит, да нет, я за тебя. Иисус говорит, да, ты за меня, этой же ночью, до того, как запоет петух, ты трижды отречешься. Когда Петр слышит это кукареканье, эту песню этой птицы, то песня этой птицы делает так, чтобы этот твердый человек, этот камень, он выбежал, он горько заплакал, он рыдает, он кается. Ему больно, ему стыдно, он понадеялся на себя, вместо того, чтобы искать помощь Божью, вместо того, чтобы быть этой ночью в молитве. И он отрекается от Христа. Знаете, я иногда думаю, что наши проповеди, и мои проповеди, это что-то похоже на это кукареканье. Сидит там себе брат там на возвышенности, что-то там кукарекает. Ценность небольшая, но если это кукареканье дает нам осознать Божье Слово или вспомнить Божье Слово, то сила может быть огромная в сердце нашем. Вот Господь желает, чтобы мы и сегодня, с одной стороны, смотрели на Христа, который
принимает все эти побои от грешников и просто идет на крест, любя нас. А также посмотреть на свою жизнь, насколько мы ценим Его жертву. Не отрекаемся ли мы от Него своими словами, своей жизнью? Это был только первый удар грешников. Будет второй, третий и пятый. Будет много ударов этой ночью, этим утром, которые грешные люди совершали над Христом. Но в какой-то момент можно думать и так, что сегодня мир не изменился. Люди продолжают Христа отвергать и ненавидеть тех, кто Его, кто Его семья, кто Его дети. Если нельзя ударить Христа лично, то можно это делать над кем-то из Его меньших братьев и сестер. Не раз были гонения над церковью, над детьми Божьими, над истинными детьми Божьими. Не раз были, если не гонения такие физические, то продолжаются гонения или презрения словами, моральные. Поносят детей Божьих, и это тоже удары словесные. И мне кажется, тоже мир не изменился, что кто сегодня больше всего имеет, может быть, ненависть к смиренным рабам Божьим, к детям Божьим. Очень часто это те, кто очень близок к высокопревосвященству и к каким-то остальным. И у них такая ревность. Но не дай Бог, чтобы мы были в этой армии, не дай Бог, чтобы мы оказались людьми, которые делают работу дьявола, чтобы мы били языком или чем-то другим детей Божьих, наносили раны. А пусть нам Бог благословит, чтобы мы были теми, кто Христу верен, а также были теми, кто в своей неверности тут же каялись. Вы знаете, можно говорить о Петре, что Петр отрекся, но нужно продолжать, что Петр отрекся, а сколько прошло времени между его отречением и покаянием. Очень быстро он покаялся, очень быстро покаялся. Как только он отрекся, очень скоро запел петух, и тут же он выбегает и кается. Я думаю, что у Петра намного больше сообщников, которые, похожи с ним, готовы отрекаться, но намного меньше товарищей, которые вместе с ним горько плачут и каются. Пусть и сегодня Господь нам поможет быть людьми, которые любят Христа, а также искренне умеем перед Ним каяться в своей неверности, чтобы Он нас прощал. Вот. Павел написал такие слова, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Есть печаль мирская, с нее толку нету, с печали мирской. А вот печаль ради Бога. Это когда наше сердце нас сожалеет, докоряет, обличает, что где-то мы ведем себя недостойно перед Богом, где-то мы Его огорчили. Эта печаль, говорит, это она лечебная. Вот она вроде бы ранит, но она скрывает нарыв. Она дает покаяние. А если есть покаяние, то будет и прощение, будет и исцеление. Пусть по милости Божией мы имеем это и принимаем от Христа это лечение через наше покаяние и получаем от Него прощение. Аминь.